Привет. Ай, что-то я волнуюсь. Ладно, неважно, поехали. Привет. Hello. I will speak Russian, but don't worry. Just turn on subtitles on YouTube and follow me. I will show you all the details. So, let's have fun. Я заметила, что люди, которые начинали играть на терминвоксе, часто бросали это занятие на полдороги. Почему? Можно назвать массу причин, но главную я вижу в том, что на терминвоксе очень велика дистанция между первыми звуками и ближайшей целью. Если на фортепиано вы можете в первый же день играть уже собачий вальс, и он похож, то на терминвоксе первое удовольствие приходит слишком поздно для многих людей. Я думаю, что новый курс Theremin 101 может это починить. И сегодня же, прямо на первом же уроке, мы с вами сыграем самую настоящую пьесу с аккомпанементом, со всеми делами, которая будет состоять из одной ноты. Я совершенно не шучу. Это будет настоящая музыка. Я думаю, что сыграть одну ноту под силу практически каждому человеку. Но для того, чтобы начать ее играть, ее нужно найти. Встаньте хорошенечко перед вашим терминвоксом. Убедитесь, что вы не стоите криво, не шатаетесь, и ваше тело не производит никаких лишних движений. Центр тяжести должен быть расположен устойчиво. Настройте инструмент. Я люблю настраивать свой терминвокс чуть-чуть покороче, чем это делает большинство терминвоксистов. Выберите свой путь, как вам комфортно. И сейчас мы будем искать первую ноту. Мы ее слышим и начинаем к ней двигаться. Перелет слишком высоко. Опа! Опять перелет слишком низко. Я двигаюсь медленно и сравниваю звук, который я произвожу, с тем, который нужен. Ура! Не спешите, не делайте метаний туда-сюда. Вы только собьете сами себя с толку. Не забывайте плавно открыть звук левой рукой и двигаться к нужной ноте постепенно. Я бы сказала, сразу ставьте руку в правильное положение. Вот в такое. Можно искать первую ноту в любом положении. Можно это делать даже носом. Но я все-таки думаю, что лучше уже начинать с правильного. Еще раз. Давайте вот что сделаем. Перейдем сразу к игре этой пьесы. Она называется New Galaxy, потому что человек, который начинает заниматься на терминвоксе, открывает перед собой целую новую галактику. А упражнения, которые есть в этом уроке, мы разберем чуть позже. Итак, минусовка к композиции New Galaxy начинается с той же самой ноты, которую мы уже научились искать, с настроечного тона.
начинается вступление. Мы его просто слушаем, держим, закрыли левой рукой звук, держим руку в таком положении и ждем, когда минусовка нам подскажет начало, когда играть. Вот она. Открываем звук. И закрываем. Здесь очень простая структура по квадратам. Вот он снова. И еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. One, two, three, four. Здесь бридж, ничего не делаем, радуемся, как у нас получается. А я сейчас покажу, как из этой пьесы, из этой ученической игры сделать настоящую интересную концертную пьесу. Внимание, сейчас начнется новая часть. Космические эффекты. Левая рука тоже работает. И последний раз. Остается ходов, которые можно сделать вот такой ход, а можно не делать. Если вы раньше уже пробовали заниматься на терминвоксе, то я не исключаю, что первая пьеса у вас уже получилась, играя вместе со мной. А если вы только-только начинаете играть, то давайте разберем несколько упражнений, которые вам помогут освоиться на начальном этапе. И первое из них называется Slow Notes, смысл которого заключается в том, чтобы повторять те ноты, которые вам подсказывает минусовка. Ищем ту же самую ноту для начала. Анализируем, это ноты ниже или выше. Это ноты ниже, значит, тихонько двигаемся к себе. О, совпало. Эта нота выше. На самом деле, очень сложно разговаривать во время игры. Чуть-чуть ниже, да? Не дергайте резко, вы промахнетесь. Сначала проанализировали, куда двигаться, и потом потихонечку туда.
Ну-ка, еще одну возьмем. Ух ты, очень далеко вниз. Если в таком темпе вы пока не успеваете, ничего страшного. Есть следующий трек, который называется Very Slow Notes. И я думаю, что уж на нем-то вы точно все будете успевать. И когда он начнет хорошо получаться, возвращайтесь снова к этому упражнению Slow Notes. А потом, когда вы уже совсем хорошо освоитесь, по тому же самому принципу сделано упражнение, которое называется Fast Notes. То есть все то же самое, но еще быстрее. Что ж, для закрепления материала повторим еще раз пьесу New Galaxy. Видите, все довольно просто. А сейчас я сделаю еще одну маленькую детальку, чтобы чуть-чуть прибавить драматизма. Я перенесу нужную ноту на октаву вверх. И еще 2 раза. Где взять все эти минусовки? Нужно зайти на портал Bandcamp, на страницу Олеся Ростовская. И там есть целый альбом, который называется Theremin 101, где все эти уроки, все упражнения и минусовки для всех 12 пьес вы найдете в полном упакованном виде. Ссылка на это место в сети, конечно же, есть в инфобоксе под видео. Следующий урок выйдет на этом же канале через неделю. Чтобы не потерять его, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик.